гость с тобой, Дим, да, ты его представишь? Да, это всемирно известный артист балета и просто выдающийся творческий деятель Сергей Полунин. Если Сергей на связи, просьба его, да, показать нашим зрителям. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Рад видеть. Да, Сергей, добрый день. да. Да. Взаимно, мы тоже рады очень. Да. Ты, кстати, я правильно понимаю, ты случайно встретился с Сергеем в зоне СВО? Я да? с Сергеем не виделся, да, просто, Сергей, когда я узнал, что вы будете сегодня в эфире, вот хотел вас, во-первых, лично поблагодарить за то, что вы время находите, и понятно, что нужна отвага вообще, это может быть громко как-то звучать, да, но отвага, тем не менее, она правда нужна для того, чтобы поехать в зону СВО, повидать ребят, их как-то попроведывать, отвезти им какие-то гостинцы, и просто пожать руку, поддержать, и то, собственно, что делаете вы. Но я знаю, у нас есть такая замечательная компания Симоленд в Екатеринбурге, международная федеральная компания, и я знаю, видел просто фотки, что вы девчонок встретили по прилету Да-да-да. уже, да, к границе, к зоне СВО, да, и они с Да, такой, знаете, случайно. особой гордостью и радостью, ну, они же что, девчонки, красивые все, да, и они порадовались, в общем, тому, что увидели вас, удивились, и, ну, собственно, вот вам, Да. да, Нет, спасибо хотел сказать, и вот просто про этот факт рассказать. спасибо ребятам, да, важно, конечно, ну, для меня было очень важно туда поехать. Это, сразу скажу, не просто, это страшно. Они настоящие герои. Вот хотел также Мгм. поблагодарить и акцентировать, насколько важен правильный губернатор Андрей Травников, новосибирский губернатор. То есть он выстроил вот эту цепочку помощи солдатам, из-за чего я тоже там оказался, из-за его помощника. Вот. И я увидел, насколько важна ребятам помощь их родным, а также внимание им. И вот Мгм. некоторые из них сказали, я первый вообще, кто к ним приехал, вот их навестил. И очень было на душе приятно видеть потом у них улыбки, потому что они только вышли с боя. Конечно, энергия очень такая сложная, вот. И потом видеть на лице их улыбки, это многого стоит. Сергей, а можете рассказать подробнее, вот какая муха вас укусила? Вы всемирно известный артист балета. Вы могли бы также продолжать заключать эти замечательные контракты там, с крупнейшими западными институциями. Но нет, надо было вернуться в эту, не знаю, населенную орками, русскими зверьми Россию и вот выступить вот так, как вы выступили. Зачем? Не знаю, существует какая-то внутренняя справедливость, у меня совесть, и когда я вижу какую-то несправедливость или специально, когда кто-то делает что-то специально против России, ам, и я всегда воспринимал Россию как добро, и Владимира Путина всегда поддерживал просто на интуитивном уровне, то у меня срабатывает механизм защиты, и я в первую очередь хочу защитить этих людей, которых несправедливо обвинили, и также президента России. Вот. Ну и, наверное, также идет это... Я сам из Херсона, и когда твои бабушки и дедушки рассказывают, как они любят Россию, вот мой дед, бывало такое, что он выпивал, вот, и когда он выпил, он шел по улице, и он знал, дети знали, что ему кричать, чтобы он давал им конфеты. И они кричали, он кричал, кто я? Они ему отвечали, ты русский. Вот, и он им кидал конфеты. Вот это, конечно, у тебя в ДНК сидит вот эти все разговоры. Да, это код, Также да, ведь такой, это все национальный, внутри культурный, меня, и родовой код такой. когда я учился в Англии, меня называли русским, хотя я с Украины был. Я им говорил, я вообще-то родился на Украине, и учитель мой такой говорит, все вы там русские. Вот, он говорит, все вы русские, говорит, русский может, говорит, уехать с России, говорит, но русского не достать с русского. То есть Россия всегда остается внутри русского человека, и Да, я да, всегда был русским для них. это правда. Вот, Сергей, а можете потом, да. рассказать, чем вы конкретно занимались в зоне специальной военной операции? Много чем. Вначале был проект ИРИ, платформа ИРИ совместно с Треченским монастырем. Вот мы делали видео, еще оно не вышло. Это называется «Пробуждение русского мира в Донецке». Вот съемка велась в Донецком национальном театре.
Мы совместно с хором выступали там, велось видео. Вот, также по окраинам мы ездили. Донецка, в Мариуполе были. После чего я принял для себя решение поехать. Мой друг Михаил Симонян пригласил меня в Луганск. И я согласился, поехал. Просто так судьба свела нас. Вот, и я посетил там раком больных детей. Также выступил, показал мастер-класс детям хореографического училища, народных танцев, модерного танца. Посетил школу выпускников, первые выпускники, которые получили русские дипломы. Очень интересно наблюдать, как они поют гимн, знают все слова, знают много песен. Вот, и в это верят. Вот это было такое для меня звоночек, что новое поколение верит в Россию. А также совместно с это коллектив называется «Песни и пляски Центрального округа военного». Вот с ними также мы записали видео. Да. Русские Наши не сдаются. знаменитые ребята. Вот. И потом поехал в Кременную вот к ребятам. 2 дня мы к ним ездили. Вот, и они только выходили с боя. Поэтому я прям застал настоящие такие эмоции. Побывал в командном пункте, послушал сложности, эмоции. Вот, конечно, все там герои. Я подошел к командиру, говорю, как вы справляетесь? Он говорит, мне бы поспать. 2 часа в день, говорит, сплю. Вот, такие настоящие эмоции, когда командир ходит, там, крик, там, на него какие-то... Он не все может, да, сделать. Он хочет, но не все может сделать, и он просто ходит, курит в себе, да, там сам с собой что-то разговаривает. Вот эти такие эмоции настоящие. Вот, и нуждаются наши ребята и в поддержке губернатора, и в поддержке людей. Некоторые отряды были, у них была экипировка чисто из-за того, что Народный фронт помогает, или люди просто донатят, или подарки. Вот, поэтому все важно, любая помощь важна, и они это ценят. Солдаты это очень ценят, и они прям говорят, мы за вас, мы за вас все сделаем. Вот, и им важна тоже помощь, их родным важна помощь. Ну, вот сейчас, Сергей, приводили примеры достойных людей, которые, да, вот чтут нашу страну. Но ведь есть еще такое слово, как тусовка, да, и чаще всего она связана с некими негативными такими вещами. Например, мы недавно говорили с известным кинокритиком Михаилом Трофименковым, и он признался нам, что когда он избрал патриотическую, даже не сторону, он просто высказался, да, в патриотическом духе насчет специальной военной операции, и тусовка пыталась его маргинализировать. То есть перестать замечать, вот, перестать жать руки. У меня, кстати, личная история, что я выступал на митинге в самом начале специальной военной операции, и знакомый журналист специально подошел, он из «Эхо Москвы» был местного, и специально не пожал руку. То есть вот решил сделать такой арт-перформанс, что ли, в прямом эфире. Вот. Разные есть способы, да, контракты срезать. И вот с чем-то сталкивались таким? Сталкивался и до сих пор сталкиваюсь. И я всегда говорил поддерживать Россию не просто внутри России. Очень непросто. Сталкивался там отменой, к сожалению, отменой в журналах, на телевидении некоторые каналы не поддерживали. Даже недавно так. Там Роб Репорт, с которым мы должны были сотрудничать, им просто американцы позвонили, сказали не сотрудничать с ним. Вот, а эти журналы как бы продаются в России. Вот, и ты с этим сталкиваешься и думаешь, неприятно и больно, и непонятно. Вот. Но да, действительно существовала такая тусовка, это было модно. Не все понимают, если честно, политику или вообще геополитику. Вот, и просто модно там что-то говорить про президента или администрацию, это просто было модно. Вот. Я поддерживаю эту позицию, если человек действительно в это не верит, он уезжает и поддерживает другую позицию. Я это больше уважаю, чем такие, которые внутри страны, секретные люди, которые просто потихонечку мешают, капают. Но я считаю, что это меняется, это потихоньку меняется. Мы на правильном направлении.
Вот, но нужно, конечно, работать, потому что много было иноагентов, много было про американских людей, про английских, а с 90-х вот, в любой сфере, там, в оборонной сфере, в Ну, культуре, и в да, это пиаре. важно, что еще такая вещь, что этого было очень много в поп-культуре, да, в медийной сфере, и это, то есть, люди, которые так или иначе, и чаще всего, кстати, не за какие-то даже, возможно, гранты со стороны, а за конкретные бюджеты государственные, ткали потихонечку, так вот не спеша, свою вот эту вот сеть, прикрываясь тем, что мы работаем на, возможно, там федеральных каналах, да, где-то что-то, создавая продюсерские агентства дополнительные, свои личные, карманные, и уже через них создавая вот лидеров общественного мнения, и покуда сейчас мы в тотальном таком с вами медиапространстве пребываем, вне зависимости от того, являемся ли мы какими-то лидерами мнения общественного, или мы просто наблюдатели со стороны, так или иначе нас эта информация постоянно атакует, да, и мы не всегда способны вообще зерна от плевел отличить. И вот это все, оно очень сильно заняло медиарынок. Вот мне сейчас пишет пранкер Лексус, Леша Столяров, параллельно говорит, что с вами дружит, передает привет. Я просто Да-да-да. читаю. Просто читаю. У нас такие дружеские посиделки. Чат, Кирилл да, Викторович Кабанов сейчас, Да, Сергей вот. Полунин. Ему привет. Так вот, Общий круг. и, конечно, от этого все будет, ну, то есть это все сложно будет резко и быстро наполнить новыми ломами, новыми людьми, не просто там комментирующими что-то постоянно, а еще и людьми дела, людьми каких-то сложных профессий, больших достижений, вот, но мы по этому пути должны идти, и, конечно, здесь вот эта соборность наша, поддержка, отсутствие какой-то, знаете, ревности к чужому успеху, оно должно быть всегда и присутствовать с нами, потому что вы же, ну, 100%, да, вы находитесь в той среде, где ревностно относятся к любым успехам вашим, я думаю, что вы, ну, это прям не понаслышке знаете, вот, поэтому, да, я просто Ну хотел да, это подтвердить, нужно что помогать друг другу. все это формировалось годами. А можете подробнее, кстати, про балетную среду? Мы вот сейчас пытаемся вот понять, да, вот в поэзии Россия сейчас, наверное, сильнее всего. Поп-музыка, хип-хоп, рэп, там уже сложнее. Вот есть там этот шаман, да, из попсы, есть рэпер Рич из хип-хопа. А что в балетной среде? Появилось ли там какое-то вот новое веяние, да, вот новая волна, связанная с 22-м годом? И как вообще относятся в целом там к специальной военной операции? То есть так же тихушничают, как вы сказали? То есть есть ли какая-то процентовка, разбивка? Э, Для меня было это удивительно, что не работают с артистами, вообще не работали. То есть удивительно, что половину, да, там артистов в Большом театре или там в Мариинском, да, начинают поддерживать не Россию. Для меня это было чуть удивительно, потому что вообще, значит, не работают с людьми. Ну, то есть вообще нету хоть а это государственные деньги, В это главном государственный государственном театре бюджет. страны, да, И да. главном, да, государственном театре страны, то есть это для меня было... Потому что на Западе создаются эти институты, эти агентства, и с артистами работают. То есть ты не можешь выйти за повестку, которую тебе предлагают. Это большие агентства. Вот если ты выходишь за них, с тобой перестают многие работать. То есть там есть система. Вот в России все такое было абсолютный э, хаос и свобода, и обработка, наоборот, в другое направление против государственное. Поэтому для меня это было удивительно. Вот. Но кто остался, наверное, верит в хорошее будущее. Вот вообще искусство, как я слышу от Владимира Владимировича, должно объединять, созидать. Вот, но его нужно также использовать для улучшения взаимосвязи, я считаю, между стран. Это самая такая, самое Абсолютно. невинное оружие и самое бескорыстное, когда через искусство ты там можешь с Китаем наладить отношения, с Мексикой, там, с Индией. а, Самая с- мягкая да, сила, да, ведь, наверное? Самое мягкое и самое бескорыстное, потому что а, люди очень относятся к искусству, как-то душа у них открывается в хорошую сторону. То есть, да, это какое-то правильное направление, которое не может обидеть, в принципе. Особенно танец, где нету слов, и он такой интернациональный язык.
все его понимают, но как бы его не нужно учить. Вот, и нужно совместные проекты, я считаю, создавать. И, и это, наверное, и будет правильным и послевоенным таким инструментом, и сейчас это нужно делать, потому что, я считаю, и Китай готов к этому, и Индия, и Владимир Путин, я вот неоднократно, он всегда про это говорит, что через искусство нужно объединять страны. Этому нужно, чтобы тоже Кстати, вот как раз администрация это показывают слышала. награждения, да, ваши президентом Владимиром Путиным. Глава государства вручил вам награду за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства. Сергей, ни для кого не секрет, что вы с особым почтением относитесь к нашему президенту. Да, это видно и в том числе в ваших татуировках. Чем для вас стала эта награда? То есть вы отмеряете какой-то жизненный этап вот, получением этой награды? В чем критерий для вас вообще правильности того, что вы делаете? Я сразу сказал, что не награда мне важна, пожать руку президенту. Вот для меня была главная награда. То есть, это здорово, и спасибо этому коллективу, кто тебе дает эту награду, выбирает тебя. Это очень приятно, но главная награда была пожать руку президенту, потому что он очень нуждается в поддержке, я не знаю, сколько на него негатива идет, да, вот, ему нужны эти силы, нужна позитивная энергия от людей, от нас. Вот, а Россия для меня это самая такая независимая страна осталась в мире. И даже в Англии и Путина, и Россию очень уважают за это. Потому что даже кто против России, они говорят, это альтернатива существующему западному миру, и это важно. Делать этот баланс, мировой баланс. Вот сейчас показали, видел Елену. Тут наши зрители спрашивают, да. Ага. Зрители наши сейчас спрашивают, отвернулись ли Сергей и его зарубежные друзья-партнеры. Я, кстати, замечу, что это произошло достаточно давно, еще до того, как это стало мейнстримом, как сейчас говорят. Помните, Сергей, историю, когда вы рассказали об отсутствии мужского начала, да, в зарубежной культуре, и на вас набросились просто беспощадно там, по сути, с травлей, да, вот, за ваши высказывания. Изменилась ли как-то эта ситуация? То есть мужское начало на Западе появилось или с ним какая-то беда? Не дай бог, там что-то ухудшилось. Во-первых, просто мне интересно было, как мир устроен, да, если ты скажешь какое-то любое свое мнение, а мне важно говорить то мнение, которое я думаю, то было, неудивительно, я уже к этому привык на Западе, то меня настолько закрыли везде, все отказались со мной работать чисто из-за того, что ты там ляпнул одно или второе слово. Вот, и это действительно там так работает, там система это очень хорошо была выстроена. Я считаю, что да, мужской танец, он должен существовать, и это именно и интересно и женщинам, и мужчинам, то есть когда мужчина выходит, танцует. То есть я за своими словами как бы стою, вот, я так думаю, вот, но свободы слова там, в принципе, нет. Вот, и оно все ухудшается, и это чувствуется. Я всегда говорил, что в России говори, что хочешь. Эта свобода есть. Вот. Если кто-то сильнее тебя и не согласен с этим, у вас могут быть конфликтные ситуации, но это такой живой процесс, человеческий. Вот здесь больше на человеческом все основано. Вот. А насчет отмен, да, действительно, все артисты ушли. 99,9% просто и друзей, и артистов. Даже денег не хотят брать за свои спектакли. Правда, сейчас уже начали брать. Вот, но вот такая прям агрессивная была позиция против меня. Вот, но всегда... Не могу не спросить вас о русском балете. Да. Ага. Смотрите, Сергей, вот про русский балет еще хотел вас обязательно спросить. Вот смотрите, да, вот возьмем, например, кино. Там с каждым годом усиливаются технические средства.
да, вот спецэффекты, там различные локации новые появляются. Бывает, новые темы вводят. Сейчас, правда, если брать Голливуд, то там совсем вот повесточка, да, вот это доминирует. Опять-таки вот с размытия полов и так далее. Но все равно какое-то развитие техническое хотя бы есть. Там в компьютерных играх это вообще очевидно. То есть растут мощности процессоров, видеокарт. То есть развитие налицо. А как развивается балет? И в частности вот русский балет? Потому что вроде бы технически-то сцену эту никак сильно не переоборудуешь. То есть есть какое-то развитие тем, персонажей. Вот как вы это видите? Как раз я за это и хочу донести всем, что балет не развивается в... Не то, что нужно какие-то движения менять или менять школу. То есть школа уже создана, язык уже создан, там А, Б, В, Г, Д, буквы уже есть в балете классическом. Но его нужно современно одевать, современные истории придумывать, современные технологии применять, современных артистов использовать. И вот в этом балет отстает от опер, от игр. Там лучшие музыканты пойдут писать музыку для игр, а не для балета, потому что там больше просто денег, больше объем ушей Ну, это да, человеческих. Поэтому нужно ярко привлекать внимание к балету и использовать современных артистов. Вот. Классический балет он останется, который уже фантастический. Там и Жизель есть, и Дон Кихот, и Лебединая. Но почему не брать истории и артистов современных, но используя классический язык? Это вот то, что не хватает, я считаю, балету и в том числе и русскому балету. Потому что школа, она лучше. Школа, она остается, это никуда не денется. У меня самого русское обучение. Вот, оно никуда не денется, но нужно думать про будущее, про современное общество, про современных людей. Кстати, когда говорят про школу, часто упоминают слово «служение». Да? Для кого-то это может показаться архаичным. Ну, ты исполнитель, ты там делаешь какую-то работу, да. Вот здесь слово «служение» уместно в случае русского балета? Это твоя жизнь, твоя работа, то есть ты вкладываешь туда все. Вот это сколько, уже 20 лет делаю балетный урок, чтобы поддержать форму, репетиции. Школа тяжелейшая, 9 лет школы. Вот, конечно, можно сравнить это в какой-то степени с дисциплиной армии, да, солдат. Там, это серьезный труд, серьезное... Ты отдаешь все, особенно даже балерины, наверное, больше, чем танцовщики. И, конечно, они заслуживают большего. Там в Станиславском театре, когда танцовщик получает $500 в месяц, для меня это слишком мало. Слишком мало за такой труд, за те года, за то время, которое человек тратит. Поэтому я тоже за это хочу бороться и улучшать. В том числе из-за того, что я создаю конкуренцию, из-за того, что я плачу танцовщикам хорошо. Я хочу создать такую конкуренцию уже существующим театрам, и чтобы они повышали внимание к танцовщикам. Ну и последний вопрос, который мы задаем в конце нашей рубрики. Нужна ли специальная операция в отечественной культуре? Никакого прогресса без пинка не происходит. Вот. К сожалению, для искусства вначале был ковид, что просто в ноль сравняло любое внимание к искусству не зрителей, а именно внимание такой и государственного, и вложений в него. А второе – это специальная военная операция, и, конечно, все внимание сейчас туда. Вот, и это сложно для людей, которые в искусстве. Конечно, вот нужен вот этот вот пинок, вот это внимание государственное, но я считаю, мы в правильном направлении. Вот я видел Матвиенко сейчас в Китае, говорит, что 2024-2025 будет годом межкультурных взаимоотношений Китая и России. Вот это все важно. Большое вам спасибо, Сергей. Сергей, и, спасибо. в первую очередь вам еще спасибо за ваш путь, который вы избрали. Да-да. Да.
Также Ой-ой-ой, сказать, что Сергей, вывели, когда... да, Сергея. Еще я тут? Да-да, вы в эфире, да. Да, все. За то, что когда ты что-то отдаешь, да, вот я потерял действительно возможности, деньги, но Россия мне дала возможность, когда я сюда приехал, встретиться с моей женой Еленой, у нас родились дети. То есть я был награжден чем-то более даже важным, намного важным, это любовью, Самым важным. да, детьми. Вот, и это то, что мне дала Россия. Да. С нами был замечательный русский Спасибо вам артист за балета откровение, да. Сергей Полунин. Подписывайтесь на его телеграм-канал Сергей Полунин на латыни.